Всем привет! Вы смотрите ТОП ВУЗ. Меня зовут Евгения Черноскулова, и мы начинаем наше путешествие по одному из российских университетов. Это Высшая школа экономики, один из корпусов которой находится на Покровке. Сегодня я загляну в ее супертехнологичные лаборатории, пообщаюсь с проректором и предлагаю начинать. Поехали! В 1992 году, после экономических реформ, России остро потребовались специалисты, разбирающиеся в современной мировой экономике и умеющие анализировать и прогнозировать результаты. Именно тогда в Москве было основано учебное заведение, которое стало источником знаний и инноваций в области экономики и социальных наук – Высшая школа экономики. Ее миссия – развивать учебу, исследования и общество, делая акцент на качестве, креативности и глобальной перспективе. Сейчас же Высшая школа экономики – одно из самых желанных мест для поступления среди прогрессивной молодежи. Вот он, этот волнительный момент подачи документов. Здесь, в Высшей школе экономики, он проходит в огромном классном пространстве со стеклянной крышей. Сейчас мы попробуем познакомиться с представителем вуза и узнаем про направление подготовки. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какой факультет вы представляете? Я представляю факультет гуманитарных наук и, в частности, образовательную программу «Культурология». А кем работают ваши выпускники? Легче сказать, кем они не работают. Они работают в государственных учреждениях, например, в образовательных учреждениях, в школах, в библиотеках, в современных библиотеках. Не просто работают, но они создают их, такие библиотеки нового типа, мультимедийные центры в современных креативных пространствах, таких как ГЭС-2, Дом культуры ГЭС-2 или Бензавод, в собственных компаниях, которые создают сами, в таких неожиданных местах, как Яндекс и Сбер, потому что люди, которые умеют собирать культурный анамнез, анализировать культурные тенденции, современные культурные тенденции, востребованы на самом деле в различных секторах экономики. И мы это чувствуем по современному рынку труда и по востребованности наших выпускников. Студенты Высшей школы экономики имеют доступ к уникальным программам обучения, которые сочетают традиционные методы с современными технологиями. Они учатся анализу данных, экономическим теориям, предпринимательству и многому другому, что формирует креативное мышление и подготавливает к вызовам будущего. Высшая школа экономики – это не только про изучение экономики, но и про мозг. Вот мы пришли в Институт когнитивных исследований, нейронаук, и сейчас поговорим, что здесь происходит, как испытывают человеческий мозг, узнаем у ведущего инженера Олега Игоревича. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что мы сейчас увидим, что здесь происходит? Мы с вами находимся довольно в уникальном месте. Институт когнитивных нейронаук – ведущее научное подразделение Высшей школы экономики, которое направлено на изучение нашего мозга. Сейчас я приглашу вас пройти по ряду наших лабораторий, самых современных, которые вы можете найти в стране, и попросить вас принять участие и показать вам, как мы изучаем мозг. Итак, мы находимся в лаборатории транскраниальной магнитной стимуляции. В этой лаборатории с помощью вот таких вот катушечек мы стимулируем ваш мозг магнитным полем. Наш испытуемый уже завещал свой мозг науке и сейчас участвует в эксперименте по изучению моторной коры путем магнитной стимуляции. То, что вы видите у меня в руках, это катушка, которую обычные исследователи или врачи используют в режиме вручном для стимуляции той или иной зоны коры головного мозга. Но в нашей лаборатории мы идем немножечко дальше, и у нас есть роботизированная система, которая выполняет эту работу. Мы фактически не должны стоять уже с рукой и искать нужные углы и нужные точки. На мониторе мы задаем интересующую и это мозг нашего испытуемого, построенный на основе МРТ-скана конкретно вот нашего испытуемого. То есть его мозг мы видим на экране и конкретный отдел, который стимулируем? Да, и мы задаем этот отдел, который мы хотим простимулировать. Мы отправляем импульс на катушку, импульс генерирует магнитное поле, магнитное поле генерируется электрическим импульсом, проходит через мягкие ткани и вызывает электрический ток в нейронах. Таким образом, мы триггерим нервные клетки нашей коры головного мозга.
Когнитивные нейронауки — это, я бы сказала, такая междисциплинарная область, куда входит и психология, и физиология, и экономика, и кибернетика, и наука об искусственном интеллекте. В общем, это переплетение различных дисциплин, которые в итоге дают очень интересные результаты. У студентов открывается возможность построить настоящую исследовательскую траекторию на мировом уровне, поскольку здесь студенты могут получить возможность научиться работать с оборудованием, которое, может быть, не всегда представлено даже в ведущих европейских и американских лабораториях. В частности, в лаборатории стимуляции мозга у нас присутствует инструмент роборука, который представлен буквально в единичных экземплярах по лабораториях всего мира. На самом деле я очень благодарна Вышке за то, что она дает очень сильную фундаментальную базу. Она в первую очередь учит тебя учиться самостоятельно. Когда ты выпускаешься из вышки, у тебя появляются удивительные навыки сбора и обработки информации. Причем неважно, это твоя профессиональная тема, это какая-то неизвестная тебе тема. После вышки, если тебе что-то интересно, ты в этом разберешься. И это очень-очень круто. Вот мы пришли в лабораторию, где исследуют движения, которые происходят благодаря импульсам мозга. На меня уже надели вот такие перчатки. Сейчас будем пробовать и погружаться в этот виртуальный мир вот в таких очках. Да, Евгения, смотрите, особенность очков в том, что в них встроены трекеры глаз. То есть мы можем отслеживать ваше поведение глаз в виртуальной реальности. И сейчас я закреплю вас вот на вот этом стенде, чтобы вы никуда не убежали. Надеюсь, что это безопасно. Хорошо. Уже прям можно, да? Фух! Ух ты! Я здесь вижу какой-то кабинет, окно с голубым небом и деревья за окном. Это пространство, в котором вы находитесь в ожидании эксперимента. Ребята, а по ту сторону горы, какие же здесь пейзажи! И картины Сальвадора Дали, между прочим. Огромная доска, деревянный пол, все супер красиво, и учиться в такой атмосфере одно только удовольствие. Лекции, семинары, конспекты, учебные материалы, лабораторные эксперименты. А как же пообщаться и сделать что-то для себя? Корпуса вышки славятся обилием удобных коворкингов и пространств, в которые может прийти любой студент. Ну а я узнала о любимом среди студентов месте. Двухэтажная библиотека. Я пока с таким балконом вида на библиотеку еще не видела. И здесь, как я и обещала, стеллажи с книгами, но пока мы здесь ходили, я не встретила ни одной, ух ты, какая тяжеленькая, ни одной книги на русском языке. Пока все на английском и про экономику. Ну, потому что мы в высшей школе экономики, соответственно. Вообще, в вышке у студента бесконечное количество внеучебных занятий и мест для развития творческого потенциала. Граффити и инсталляции на хитровке, шахматы и теннис на Большой Ордынке или целый культурный центр на Покровке. Может, спросим у проректора, какие есть еще плюсы? Дмитрий Игоревич, мы находимся в одном из учебных корпусов Высшей школы экономики на Покровском бульваре, на Покровке здесь. А где еще, в каких городах находятся филиалы? В Высшей школе экономики не принято использовать термин «филиал», потому что он как бы делает различия между головным университетом и теми, кто условно в регионах. Мы считаем, что у нас кампусы, московский кампус, и есть еще 3 в Санкт-Петербурге, в Перми и в Нижнем Новгороде. А недавно мы приняли решение студентов, которые учатся у нас по онлайн образовательным программам, тоже зачислить в цифровой, в сетевой наш кампус, онлайн-кампус. И поэтому сейчас у нас кампусов 5. Мы считаем, что любой студент, который поступил в Высшую школу экономики, должен получить то качество образования, которое соответствует бренду нашего университета. И поэтому, когда ребята поступают на онлайн-образовательные программы, мы делаем все для того, чтобы они получили в том числе и студенческий опыт, общение в группах, между группами, опыт студенческой жизни, который они получили бы, если бы учились в очном формате. Качество образования одинаковое и в очных кампусах, и в онлайн-кампусе. Расскажите про сотрудничество с работодателями. Вы уже сказали о том, что совместно с компанией Яндекс разработали учебную программу, если я правильно поняла. А как обстоит дело с другими компаниями? Я имею в виду трудоустройство дальнейшее. Когда заканчиваешь университет, хочется быть уверенным, что будешь востребованным специалистом. Не люблю много цифр.
назову одну. Сейчас мы проводили опрос наших выпускников, и более 90% наших выпускников были трудоустроены еще до выпуска из университета. То есть выходят уже в рынке труда. И вообще это для вышки норма. У нас девиз Высшей школы экономики: не для школы, а для жизни мы учимся. Есть ли то, чем Высшая школа экономики особенно гордится? У нас лучшие в стране студенты. Это, во-первых, ребята, которые проходят по очень серьезному конкурсу, поступая в университет. Мы по последнему мониторингу качества приема отстаем по качеству приема только от физтеха, при том, что у нас студентов в 10 раз больше. Это ребята, которые проходят очень жесткую школу внутри университета, то есть учиться в Высшей школе экономики сложно. Мы очень гордимся нашими студентами. Это действительно самые талантливые ребята в стране. И, конечно, те из ваших слушателей и зрителей, которые пока выбирают образовательную программу, приглашаю их попробовать присоединиться к этому сообществу. Расскажи, как у вас проходит учебный процесс? Какие конференции, возможно, активности в рамках университета существуют, в которых ты прям вот принимал участие? Вообще активностей существует в вышке достаточно много, потому что каждый факультет, он занимается какой-то отдельной своей внеучебной деятельностью. Я был больше погружен именно в факультет креативных индустрий, потому что они очень часто устраивают выставки разные для студентов, которые в основном даже для студентов полностью бесплатные. И устраивают там все как и студенты бакалавриата, так и студенты магистратуры, и выглядит это даже гораздо лучше, чем многие выставки, которые есть в Москве. Есть в том числе и у Высшей школы бизнеса встречи, например, с известными бизнесменами. И также, если я помню, еще факультет компьютерных наук тоже устраивает подобные встречи. Тоже хотелось бы посетить, в принципе. Поэтому в вышке есть очень много всего, чем можно заняться, особенно по поводу даже внеучебной деятельности. Ну и теперь главный вопрос. Ты к нему так плавно сам подошел. Почему вышка? Это классный, топовый вуз. Мне кажется, что вышка, в отличие, если сравнивать в принципе с традиционным понятием университета, дает не просто какие-то базовые академические знания, она дает еще и практику. То есть в плане практики есть такая функция, как проекты, куда студент может раз, по-моему, в год или в полгода устроиться и заняться практикой конкретно по своей деятельности. Вышка поддерживает много разных государственных программ, которые направлены в том числе и на развитие студентов с точки практики, то есть как, например, «Открываем Россию заново», где в вышке эта программа очень хорошо работает, и также, в принципе, на факультетах очень хорошо подходят в плане вопроса с практикой. То есть, если что, всегда помогают как-то устроиться, помочь с этим и вообще, в принципе, разобраться с тем, куда ты дальше будешь двигаться. Расскажи про учебный процесс в вышке. Насколько я знаю, в Высшей школе экономики можно не посещать лекции. Да, это абсолютная правда. В вышке, правда, никто вас никогда не отмечает на лекциях, никто не следит, чтобы вы ходили, и это всегда на усмотрение студента. То есть можно ходить, можно не ходить. У меня был предмет, лекции по которому я не посещала практически вообще. Сходила на первую лекцию и поняла, что мне неинтересно, что эффективнее будет просто пересмотреть презентацию и почитать учебник. И, собственно, этот предмет закрыла прекрасно, так что все в порядке. Еще из необычного, насколько я знаю, в Высшей школе экономики 4 раза в год сдают экзамены. Сессия 4 раза в год. Как вы живете? Когда вы отдыхаете? Слушай, на самом деле, мне кажется, что это даже проще. Это то, что помогает как-то структурировать материал и его учить маленькими такими промежутками. Поэтому, когда у нас были дисциплины, которые длились в течение всего года, это было гораздо сложнее. И поэтому, если бы экзамены были 2 раза в год, то экзаменов было бы сильно больше, а у нас даже с 4 сессиями бывало так, что экзаменов было 6-7. Но, несмотря на это упрощает процесс обучения. Да, скорее так. Почему именно Высшая школа экономики должна стать будущим учебным заведением тех ребят, которые прямо сейчас смотрят нас? Вышка — это главным образом сообщество, знакомство с разными интересными людьми и, конечно, преподаватели практики и профессионалы своего дела. Это масштабное сообщество. В вышке нереально много возможностей по определению своего персонального пути.
ты можешь развиваться как творчески, так параллельно получая очень крутое образование, потому что у нас лучшие преподаватели, наверное, в стране сегодня, есть такие возможности университета. Параллельно мы можем решать какие-то там, не знаю, важные социальные миссии нашей страны, помогая каким-то нуждающимся людям. Мы открываем для себя перспективы в плане какого-то бизнеса. То есть ты можешь найти себе увлечение в любой вообще области, не переживая за то, что ты будешь ненужным по окончании своего обучения. Я вообще начал свой путь со студсовета, помогал студентам, которые находились вокруг меня, улучшал общежитие, а теперь вот работаю здесь и продолжаю улучшать уже весь университет. Получается. Ольга, здравствуйте. Вы знаете, каждый выпускник, каждый студент, каждый абитуриент задумывается о том, чтобы правильно организовать свою карьерную траекторию, быть уверенным, что ты будешь востребованным специалистом. Как Высшая школа экономики помогает в этом? Да, это действительно очень планомерная и скрупулезная работа, потому что мы работаем со студентами вообще с первого дня, как только они перешагивают порог вышки. И мы, как Центр развития карьеры, который является таким вот мостиком между работодателем и студентом, максимально прилагаем усилия, чтобы студент при выпуске из университета понимал, куда он идет, что он будет делать, и максимально себя реализовал. И поэтому мы вместе совместно с работодателями организуем огромное количество мероприятий. Это такое облегченное трудоустройство, я бы назвала, потому что они еще не совсем полностью работают, стажировки бывают разные, 3 или 6 месяцев, и, соответственно, там они уже приобретают вот этот практический опыт, который так всегда нужен, да, когда ты начинаешь искать работу. Поэтому возможностей студентов действительно огромное количество, главное просто ими воспользоваться в вышке. А с какого курса можно воспользоваться этими возможностями? Вот, допустим, стажировка. Стажировка, как правило, она доступна для студентов с 3-го курса, потому что работодатели все-таки смотрят уже студентов, которые хоть немножечко разбираются, да, в своей профессии. Первые 2 года, как правило, очень интенсивные в учебе проходят у студентов, а уже как раз-таки к 3-му курсу они понимают вообще, в принципе, о том, какая их ждет в дальнейшем трудовая деятельность. Плюс студенты, они уже знакомы с работодателем, потому что на 1-2 курсе они могут посещать мероприятия. И, соответственно, они могут уже выбрать себе любимчиков или те компании, куда они хотят в дальнейшем пойти. Есть ли крупные компании, с которыми сотрудничает Высшая школа экономики, которые готовы взять к себе студентов? Конечно, наши большие партнеры – это ВК, это Сбер, это Ростелеком, это Озон, Альфа-банк, ВТБ, то есть, в принципе, достаточно большое количество компаний. Также это и промышленный сектор, это и «Газпром», и «Сибур», и «Лукойл», которые тоже с удовольствием готовы рассмотреть наших студентов. Это и госсектор. Мы активно работаем с правительством Москвы, с Банком России. Мы проводим с ними мероприятия. Они также приглашают их на стажировки. Поэтому, конечно, не ограничивается, да, только этими компаниями, потому что если даже возвращаясь к каталогу, там 70, да, компаний представлены, но их намного больше 200 компаний именно Российской Федерации. И мы с ними взаимодействуем практически каждый день. Отвечая на вопрос, почему именно Высшая школа экономики, что бы вы сказали? Потому что это актуально для наших зрителей, абитуриентов, которые сейчас находятся в поисках будущего учебного заведения. Вышка действительно представляет огромное количество возможностей, потому что студенты, когда приходят сюда, они могут выбрать путь своего развития, будь то именно больше фокус на карьерное развитие, да, и когда они максимально взаимодействуют с работодателем. Если они видят себя именно в каких-то социально значимых проектах, они могут идти как раз-таки в социальные проекты. То есть в этом плане Вышка просто дает действительно огромные возможности для собственной реализации. И ты можешь себя проявить абсолютно в любой сфере. И причем ты можешь и совместить это, и Вышка тебя в этом плане не ограничивает. Это на самом деле, с одной стороны, очень круто, с другой стороны, это действительно большая ответственность, потому что все нужно доводить до конца, и в любом случае, когда ты увлекаешься в тот или иной проект, Вышка тоже от тебя требует, чтобы это было сделано до конца, чтобы был результат, но тем самым как раз-таки воспитывают вот этих ответственных людей, которые выходят потом уже в мир.
Этот длинный день в Высшей школе экономики подошел к концу. Я попробовала на себе роли абитуриента, студента и выпускника. Где мы только не были. Примерили костюм в лаборатории, пообщались с проректором в библиотеке, ну и, конечно, пообщались со студентами, узнали, каково это учиться здесь. Если честно, мне понравилось. Если бы я была абитуриентом, то задумалась бы. Но выбор университета каждый делает сам, а мы помогаем вам принять это решение. Вы смотрите ТОП ВУЗ, меня зовут Евгения Черноскулова. До встречи в новых выпусках. Увидимся. Пока-пока.